Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. С вами Марина, канал Вяжем вместе. Сейчас я буду набирать петли из проймы. Рукав будет вязаться сверху вниз. Начинаем набирать петли. Значит, с самой середины внизу ищем, где кромочные петли с одной стороны изделия и с другой стороны изделия. Мы должны захватить ближние из этих кромочных стеночки к нам. Захватываем. А вот мне не нравится, я хочу здесь захватить в данном случае. И еще вот эту. Я их обе захвачу. Вот. И следующую кромочную делаю я для того, чтобы как можно меньше отверстий было. Именно вот в местах, откуда мы начинаем набор из проймы. Если есть какие-то огрехи, лучше вот их именно вот таким способом сейчас закрывать, ничего не ждать. И вводим сюда рабочую нить. Рабочую ниточку у меня тут остаток есть от ниточки отшивания. Я их закреплю между собой, чтобы она мне не мешала. Так, буду заглядывать в камеру, конечно же. Видеть буду, как попало, наверное. Ну ладно. Теперь эта же стеночка, эта же стенка участвует в наборе следующей петли. Эта стенка и следующей петли кромочной. Между ними вот я их и провожу. Не между ними, а захватывая и одну, и другую. Я видела разные способы. Поверьте мне, мне кажется, это лучший. Еще раз, смотрите. Мы уже один раз вошли в эту петлю. Мы входим в нее же с другой стороны, ближе к следующей. И захватываем еще следующую. И вводим вот таким образом. Я надеюсь, видно все, да? Вот кромочная петля, я попробую поближе. Вот кромочная петля, вот она. Мы будем вводить, вот ее стеночка, ближняя к нам. А вот следующая петля кромочная. Я в обе ввожу и вытягиваю рабочую нить. И таким образом продолжаем дальше. Я очень надеюсь, что вам все видно. Из двух кромочных петель, видите, вот две кромочные петли. Попробую убрать сейчас. Вот кромочные петельки. Вот они. Косичка из кромочных петель. Видно вам. Вот они. Вот я их захватила пальцами. Ввожу в одну. Ввожу в другую. Ближние к нам стеночки. Захватываю рабочую нить и вытягиваю. Вот таким образом это все будет выглядеть. И так мы делаем до конца проймы, до самого-самого конца. В прошлой пройме первого рукава я набрала 85 петель. Сейчас я должна получить то же самое. Только вот здесь вот единственное, могу вам подсказать еще тоже. Если у вас тут какие-то есть огрехи, проблемки, ну вот в данный момент я не вижу здесь никаких. Ну, в принципе, есть всякое может быть. Да, вот здесь как-то сшито не очень, вот как-то они тут болтается что-то. Подтягивайте, прихватывайте с одной стороны петельку, с другой стороны петельку, чтобы это все стянулось, чтобы у нас никаких дырочек, никаких проблем не было. Вот этот набор, он дает такую возможность. Так что встречаемся с вами в конце проймы. Я вам главное это, ну не главное, но кое-что не показала, конечно же. С крючка мы теперь вот это все аккуратненько переносим на спицы круговые, естественно. Ну, может быть, конечно, тут могут и чулочные подойти, но мне кажется, это слишком... Нет, наверное, не подойдут. Это должны быть слишком длинные чулочные спицы. Круговые спицы здесь будут к месту. Оставляем. И продолжаем дальше набирать. И таким образом вот мы набираем и переносим, набираем и переносим. И вы знаете, все-таки я решила, дойдя до вершины проймы, я все-таки решила сделать это у вас на глазах. Почему? Значит, вот видите, мы сшивали здесь части изделия, здесь плечевой шов. Естественно, вот она кромочная, в которую мы уже один раз вошли. Мы входим в нее еще раз.
Видите, мы вошли в нее еще раз. И из следующей петли, которая уже через шов, мы тоже проходим. Это важно, ну я вам еще раз объясняю, чтобы не было никаких у нас зазоров нигде. Мы их должны подтянуть вместе. А не так я сделала. Вот мы вошли второй раз в ту же, в которую уже входили со спинки. И вот теперь входим в кромочную петлю передней части изделия. Вот, видите, вот чтобы никаких зазорчиков не было и расстояний. И продолжаем дальше. И там, где я вам говорила, что будет немножко сложновато, да, теперь приходится вот так подхватывать предыдущую. Видите, теперь они уже расположены по-другому по отношению друг к другу. Приходится возвращаться к предыдущей петле и хватать вот ее. Как удобнее это сделать? Вот у вас крючок в руках. Я не крючковяз, я их только использую для помощи в каких-то вот своих наборах петель, закрытии. Вот мы вошли и вернулись в предыдущую. Девочки, я не вижу в камеру, вам видно или нет. Вошли в следующую и вернулись в предыдущую. Захватили, вытянули ниточку. Опять вошли в одну, захватили другую. Вот ее приходится вот так крючочком поддевать. Вот здесь вот небольшое неудобство, да, когда идешь в другую сторону проймы. Ну, есть такое небольшое. Я бы не сказала, что оно прям сильно напрягающее неудобство. Вошли, вернулись, вытянули. Вошли в эту кромочную, в следующую. А в эту придется вернуться, но захватить их нужно обе. Вытянули. Ну и все, и так идем до низа. Вот мы встретились с вами внизу проймы. Теперь последнюю петельку я хотела бы вам показать, как мы ее подхватываем. Мы берем кромочную, с которой мы поднимали первую петлю, последнюю петлю, подхватываем ниточку. И сейчас у меня на спицах будет ровно 84 петли. Так, здесь у нас маркер будет. Для тех, кто хочет вязать рукав со швом, тот первую петельку провязывает кромочной и последнюю. Соответственно, первую снимает, последнюю провязываем изнаночной. Я буду вязать по кругу, поэтому у меня здесь маркер. Вот теперь мы начнем вязать по кругу. Это будет первый ряд, и он будет с прибавками. Мы набирали тут уж как где получалось, где передняя стенка у нас справа, где задняя стенка справа. Вяжем все за правую стеночку. Здесь у нас трудно определиться, кажется, вот это вот будет правая стеночка. Здесь у нас опять все видно, да? Вот она. Правая стеночка у нас передняя. Вяжем за переднюю, а вот и прибавочка. Подняли протяжку, надеваем ее на спицу и вяжем перекрещенной петлей. Не за правую стеночку, а за левую. Вот об этом я говорила, что подобраться под них будет сложно. Я делаю прибавки таким образом. Особенно, что касается рукава в пройме, потому что мы и так двигаемся руками, чтобы не было никаких натяжений, дырочек, там каких-то промежутков. Будем стараться вязать красиво. Значит, снова мы видим, у нас петля на левой спице, правая стенка у нас, это передняя. Мы ее провязываем, снова делаем, снова мы поднимаем протяжку, накидываем на левую спицу, я немножко вот так подталкиваю, и снова перекрещиваем. И делаем это, еще раз повторяю, для того, чтобы у нас никаких промежутков вот этих вот не было видно. Будет немножко сложно, но все возможно.
Нигде я ничего не зацепила. Ниточка расслаивается. Ниточка у меня хлопок. К сожалению, так всегда. Поэтому, ну, как-то я уже привыкла. Опять здесь провязываем мы за правые стеночки. И дальше так, за правую стеночку. Вот мы таким образом набираем весь первый ряд. Я надеюсь, в общем-то, все понятно. Этот процесс затягивать мы не будем. И теперь каждый делает сам. Да, девочки? Все. Я удвою свои петли. Ну, это мне необходимо, поэтому я удваиваю. У меня будут косы. Кто-то может, вот сколько, 84 петли вы подняли в проем, продолжать рукав в таком духе. Это зависит от вашей модели и от того, что вы хотите в итоге получить. Я хочу получить сейчас достаточно широкую лицевую гладь, потому что я ее потом буду перекрещивать, и она у меня стянется. Это у вас первый ряд, возможно, будет без каких-то изменений. Те же самые 84 петли, которые, например, я набрала. В общем, это зависит от вашей модели. Не забываем ставить лайки, делиться этим видео с друзьями. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Буду рада новым подписчикам. Всего доброго. Вяжем вместе с Мариной.